Всем привет! С вами Ларри. Вы на канале Про Хобби в нашей рубрике о фигурках, где мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня в выпуске прекрасный Эш Уильямс из второй части «Зловещих мертвецов» из франшизы «Зловещие мертвецы». Классическая вторая часть, у нас фигурка от компании Sideshow, размер фигурки 30 см, 30,5 в масштабе 1/6. Обозреваю фигурку в формате 1/6 без аристократа. Господи, куда катится мир. Фигурка была выпущена в ноябре 2016 года, и да, мы настолько слоупоки, потому что мы ее заказали на моменте предзаказа на сайте Big Bad Toy Store. Сейчас фигурку, разве что на eBay можно купить, я проверяла, не нашла. Может быть, если кто-то из вас сможет напрячься настолько, чтобы ее найти, welcome. Стоила она на момент предзаказа, скажем так, на сайте $240. Тогда еще не было запрета на наши любимые 200 евро за посылку, поэтому он до нас доехал. Я напомню, если кто-то забыл или если вы вдруг не знали, что Sideshow они не возят в Россию, то есть напрямую заказать с сайта Sideshow можно только через каких-нибудь посредников, которые сидят в Штатах, вы заказываете им на склад, они вам уже пересылают это дело, поэтому мы заказали ее на сайте Big Bad Toy Store, потому что он сайдшоувские сайдшововские, в общем, он их фигурки возит в Россию, то есть нормально продает и выступает как бы магазином, скажем так, дистрибьютором. Поэтому у него на этом сайте очень много всяких интересных релизов. Вот мы, например, сейчас ждем такой небольшой, я не знаю, как это, тизер, трейлер, спойлер. Ждем Бонда второго, то есть вы помните, у нас было видео по Бонду, вот будет еще одна фигурка, они все никак не выпустят ее. Sideshow, нет, не Sideshow, Big Chief, да. Неважно, сейчас к фигурке. Давайте для тех, кто никогда не смотрел и, в принципе, боится ужастиков, потому что вторая часть — это прям классный классический ужастик, расскажу немножечко про Эша, хотя у нас уже и Некрономикон был, Некрономикон был на разборе сама книжка, и какие-то такие персонажи, как женская версия того же самого Эша. Но давайте, про классического Эша, кто это такой, что же это за франшиза такая «Зловещие мертвецы», и конкретно про вторую часть совсем кратенько, как обычно. «Зловещие мертвецы 2» – комедийный фильм ужасов американского режиссера Сэма Рэйми. Вторая часть одноименной трилогии, также известная под названием «Зловещие мертвецы 2. Начало». «Зловещие мертвецы» были первым полнометражным проектом Сэма Рэйми, не считая любительской комедии 1977 года «Это убийство». Фактором, позволившим привлечь инвесторов для финансирования фильма, стала снятая Рэйми в 1978 году короткометражка «В лесах», во многом явившаяся прообразом зловещих мертвецов. Сиквел является прямым сюжетным продолжением первого фильма, действие которого начинается после атаки Эша демоном в финале первой части. Эшли Джеймс Уильямс, он же Эш, вымышленный персонаж, главный герой кинотрилогии Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы», одноименного мюзикла, а также серии комиксов, видеоигр и сериала «Эш против зловещих мертвецов». Является положительным героем, защищающим себя и остальной мир от злобных кандарийских демонов, приходящих в мир с помощью древней книги Некрономикона и одержимых ими существ, известных как дедайты. До становления на путь борца с нечистью Эш жил в Детройте, где работал простым клерком в отделе бытовых товаров супермаркета сети S-Mart. Имел инженерное образование или, по крайней мере, обучался на инженера. Имел сестру Шерил и любимую девушку Линду. Характерным выбором Эша в борьбе с нежитью является бензопила, которая большую часть времени являлась съемной и надевалась на место отсутствовавшей кисти правой руки, и охотничье ружье, которое сам Эш в третьей части фильма называет бум-палкой, в сериале палкой-стрелялкой. В фильмах персонаж фигурирует исключительно как Эш. Фамилия Уильямс была придумана Сэмом Рэйми на съемках заключительной части трилогии. Персонаж создан Сэмом и Айваном Рэйми и сыгран актером Брюсом Кэмпбеллом. Теперь-то вы точно все знаете. А мы переходим к коробке. Коробка стандартная, с крышечкой, поддончик. На крышке изображена фигурка Эша,
на задней стороне изображена фигурка Эша крупным планом лицо. Также логотипы на боковинках у нас с силуэтом написано Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead. Да пофиг. 2. На донной и крышке сверху, снизу ничего нет. Юридическая информация на жопке изображена. Также логотип компании Sideshow, а также студио Каналь. Я не знаю, кто это такие. Возможно, это одни из дистрибьюторов или основные дистрибьюторы. Какая разница, на самом деле? Вряд ли вам эта информация когда-нибудь пригодится, это серьезно. Давайте ее открывать, тем более, что никаких скотчей нет. И мне уже хочется, на самом деле, вытащить из этого картонного гроба милашку Эша. Все. Так, что мы имеем? Мы имеем открыточку от Sideshow, которая говорит нам спасибушки на разных языках. Это круто, это приятно. Здесь логотипчик Sideshow, такой черным лаком нанесенный. Это красиво, это классно, классно. Спасибо, ребят, спасибо, и вам тоже спасибо за фигурку. Надеемся, она окажется не говном. Достаем фигурку. 2 слоя обернуты замочком, вот таким вот красивишным. Я не буду его разъединять, он здесь вот скотчем соединен, я не буду этого делать. Я его аккуратненько вот так сниму. Вот, это у нас такой замочек, это все классно, но замочек отправляется в коробке. Итак, у нас 2 слоя. В первом, снизу у нас слой с подставкой и лапками дополнительными. Некрономикон или некрономикон? По-английски, наверное, некрономикон. По-нашему некрономикон. Короче, пофиг. Подставка, книжка, лапки. Супер. В основном блистере, более широком, сам Эш. Это у нас Генриетточка. Кто смотрел вторую часть, знает. Кто не смотрел, я сообщаю, это Генриетта. Если вы не знаете почему, вот закончится ролик, обзорчик, пойдете и посмотрите вторую часть. Пельмешками запаситесь. Ух, классно там. Ружьишко его. Да, брезик, ага. Короче, давайте открывать. Что я тут вам рассказываю? Сейчас и посмотрим. Скотча нет. Потому что у самих блистеров здесь такие вот защелочки, за которые, собственно говоря, верх непрозрачный, крышка прозрачная цепляется. Здесь у нас ты стоишь? О, вы посмотрите, мужчина прекрасно, мужчина стоит без, вот так, мужчина стоит без подставки, это шикарно. Голова Генри, она тяжелая, реально тяжелая, классная. Все, здесь больше ничего нет, здесь только это не промокашка, которую я обычно съедаю, но это за кадром, это не обращайте внимания. Да, слушайте, Генриетта, голова Генриетты, она клевая, она тяжеленькая, и она пугающая. Сам обрез, бумстик. И подставочка. Хотя что я подставочку взяла, когда тут он еще и книжечка. Но мы сейчас поставим мальчика на подставочку и займемся книжечкой, да?
Вот, на самой подставке очень круто тоже таким как бы тенью написано Evil Dead. Evil Dead, так пофиг. Лапки. И все лапки у нас идут на левую руку. Потому что что? Потому что на правой у него нет кисти. Почему? Потому что фильм смотреть надо. Так, ставим мужчину в героическую позу. Тыщ. Вы все видели, я могу от себя лишь добавить то, что была еще эксклюзивная, лимитная версия, где помимо вот этого набора была еще типа рука его, вот, вместо которой теперь бензопила. И я, в принципе, готова переходить к оценке.
Для меня есть ряд плюсов и ряд минусов в этой фигурке. Начнем с плюсов. Конечно же, в первую очередь это скульпт лица нашего любимого всеми актера Брюса Кэмпбелла, который исполнил главную роль во всех 3 классических частях «Зловещих мертвецов» и также в сериале, который вот буквально там несколько лет назад гремел. Он там тоже играл главную роль спустя там 20 лет после событий классической трилогии. Я фанатка, я смотрела сериал, я смотрела классическую трилогию, это все классно. Он действительно очень похож, но здесь он, то есть скульпт этого вот этой фигурки он сделан как раз по 2 части. То есть не по сериалу, не там по 1 или 3 части, он сделан по 2 части. Очень крутая тема, очень классная, прям сайд-шоу молодцы. Но сайд-шоу они в принципе молодцы, иначе бы не ломили такие денежки. Но я думаю, что косяки есть даже у них, просто редко мы их фигурки обозреваем. Волосы, лицо, все, вот это большой плюс за скульпт, за то, как они сделали фигурку, за вот эту вот рубашку джинсовую, потрепанную, порезанную, порванную, как в фильме, за вот эти его шрамы, на лице, кстати, тоже все кровоподтеки и шрамчики, да, сделаны так, как это было сделано в фильме, то, как это все изображено. Штаны, обувь, Генриетта, книжка, шикарно просто. Это действительно очень-очень большой плюс. Детализация, вы все видели. Я думаю, что это несомненный большой плюс фигурки. Что дальше? Ну, подставка, да, пускай обычный ромб, но как бы, а что здесь еще придумывать? Я знаю, что, да, была выпущена огромная статуя диорамная такая, где он стоит вот на погребе. Здесь вот олень. Вы сейчас увидите эту фотку, то есть фотку этой фигурки на экране. Вот, у нас фигурка все-таки попроще. Я понимаю, что да, у Эша, которого мы обозревали от Катабуки, у девочки, у нее там была подставка в виде вот этой руки. То есть да, там они, конечно, прикольнее сделали подставку, но сайд-шоу это сайд-шоу, здесь все-таки фигурка 1/6, и ей нужен держатель. Возможно, можно было бы сделать какую-нибудь более прикольную подставку, но да, как бы давайте будем реалистами, это сайд-шоу. Пускай будет ромб. Не скажу, что это минус, но, наверное, в плюсы я это тоже не возведу, хотя такая монументальная подставочка, не хлипкая, хорошо стоит, хотя он и без нее неплохо стоит. Это мы уже тоже выяснили. Что еще из плюсов? Да, собственно говоря, я думаю, что этого достаточно. Теперь перейдем к минусам. Все, как я люблю. Минусы. Нет инструкции. Я, возможно, понимаю, что а зачем здесь инструкция? Но смотрите, у меня вот эта рука, она не сгибалась. И мне было непонятно, должна она была сгибаться или это какой-то косяк шарнира, пега. В итоге я выяснила, что да, пег просто не разработан, но вы знаете, страшно, когда $240 стоит фигурка, сломать ей вот это вот дело, для которого нет замены, и придется покупать просто, заказывать условно, окей, можно найти, заказать, но опять же, это будет просто неприятно, да? Согласитесь, не испытаешь ты кайфа, да, от новой фигурки, если ты их сломаешь в моменте, там, в первые 15 минут после того, как ты его вытащил из коробки, ты ей сломаешь пег. Нет инструкции, опять же, я бы вот хотела из инструкции узнать, что у бумстика вытаскивается патрончик. Да, это круто, что он вытаскивается. Ребят, откуда я должна это знать? Серьезно? Я должна лезть каждый раз в промо-фотки и смотреть, что там у него вытаскивается? А если на промо-фотках этого не показано? Нет, инструкции нет, это минус. К такой фигурке, я считаю, какая-нибудь минимальная инструкция должна быть. Потому что эта фигурка 1.6, это подвижный телоид, и что у него там, где гнется, где у него там что, как отстегивается, не очень хочется реально сломать своими кривыми ручками, даже если они прямые, и ты не знаешь, куда их впихнуть, эти прямые руки, все равно можно что-то сломать, оторвать, там, я не знаю, погнуть, и будет очень неприятненько. Это вот как бы минус, который я вижу у этой фигурки, но это скорее не к фигурке претензия, а к производителю.
на данный момент минусы-то как бы и закончились, потому что подставку я не знаю, я ее не отнесу ни туда, ни туда. Она хоть и важный элемент данной фигурки, но, опять же, вроде как бы и не надо больше ничего. Есть и Генриетта, есть и книжка, зачем перенаворачивать? С другой стороны, блин, можно было сделать хотя бы покрытие в виде вот этого пола из этого дома. Ну, можно же было пофантазировать, согласитесь. Есть еще один маленький, ну, я не скажу недочет, или, ну, как бы я не назову это недочетом, потому что, смотрите, здесь каждая ручка, она имеет свой пег, то есть сменные пеги по факту есть. Ну, то есть, условно, вы все равно не будете использовать все эти пеги, которые присоединены к вашим рукам, ну, вот к дополнительным, все они по факту есть. И, наверное, лучше, даже хорошо то, что они их сделали, сразу воткнули в лапки. А то бывает, знаете, просто пакетик с пегами, пакетик с пегами и пакетик с лапками. Это, конечно, вот здесь хорошо придумали, то есть это, наверное, скорее даже плюс, чем минус. В недочеты я это не буду запихивать, потому что это действительно так. Лапки есть. Ну, с другой стороны, опять же, возьмите лапку, выньте из нее пег, и вот вам проклятый... не, она левая не пойдет. Извините, не пойдет. Не шмогла, не получилось. Это фиаско, братан. Итак, фигурка у нас супер. Для кого? Для фанатов франшизы, да. Для фанатов Брюса Кэмпбелла, да. Для любителей... скажем так, наверное, хоррор-фигурок, да, потому что это культовый классический герой классического культового хоррора, как бы это масло масляным сейчас не звучало, да. Для тех, кто собирает формат 1/6, почему нет, это узнаваемый, достаточно популярный персонаж. Ну, а у меня на этой положительной ноте все. Спасибо большое, что досмотрели обзор до конца. Надеюсь, он вам понравился, и вы поставите Эшу лайк. Также ждем вас в соцсетях и на наших стримах. Будем рады вас там видеть очень-очень. И пообщаться заодно с вами будем очень рады. Ну а пока всем пока.